Всем привет! Совы считаются эффективными пернатыми хищниками. Они способны услышать мышь на расстоянии в 400 метров и подлететь практически бесшумно, что обусловлено строением их крыльев. Они также являются искусными маскировщиками, что повышает шансы оставаться невидимыми, когда они охотятся или когда молодая сова прячется на дереве от хищников. В сети можно найти множество фотографий, на которых тяжело обнаружить сову, сидящую на дереве. Это послужило своеобразной игре под названием «Найди сову». Кроме того, совы прекрасно видят ночью, а сила сжатия их когтей выше, чем сила сжатия челюстей немецкой овчарки. А их знаменитая особенность поворачивать голову на 280 градусов благодаря 14 шейным позвонкам, что в 2 раза больше, чем у человека, это еще одна фишка этого пернатого хищника. Совы также свои охотничьи навыки иногда испытывают на человеке. Но эксперты говорят, что в большинстве случаев виноваты именно люди, поскольку появляются в лесу в сумраке, на рассвете или ночью. Почти во всех нападениях люди одевали шапку с кисточкой или помпоном, или использовали наушники, или у них был хвостик на голове. В некоторых нападениях с совами были сорваны шапки, в других случаях их головные уборы были полностью сбиты. Почти в каждом случае лицо или голова человека была окровавлена когтями совы. Большинство жертв вообще ничего не слышало и внезапно получали сильный удар по голове. Некоторые описывали о невидимых атаках, повторяющихся 2-4 раза, в то время как другие думали, что они были поражены молнией. Блогер Эндрю Мэтсон, возможно, дал самое ясное описание нападения. «Я получил удар по голове сзади летающими ножницами». Поскольку совы охотятся ночью, специалисты сообщают, что хвостик или определенный головной убор может быть ошибочно принят за добычу. Тем более, что с целью тренировки совы могут спутать небольшой помпон или хвостик с хвостом белки. Сов, как и других животных, не стоит подбирать, когда они ранены или запутались в сетях. В этих случаях лучше привлечь специалиста. Это связано с тем, что у сов очень острый клюв и когти, и когда они чувствуют себя уязвимыми, они будут обороняться. И теперь мы плавно подошли к одному случаю, когда сову обвинили в убийстве женщины. Как все происходило? Все началось с безумного телефонного звонка знаменитого писателя Майкла Петерсона, который в декабре 2001 года набрал 911. Оператора он просил о помощи и заявлял, что его 48-летняя жена Кэтлин упала с лестницы. «С моей женой произошел несчастный случай. Она упала с лестницы. Она все еще дышит. Пожалуйста, приезжайте», – умолял он, когда оператор пытался его успокоить. В отчете о вскрытии сообщалось, что уровень алкоголя в крови женщины составлял 0,07%, что очень близко к пределу вождения в нетрезвом состоянии. Но также были обнаружены серьезные травмы, соответствующие нападению. У нее были обнаружены перелом хряща шеи, травма и рваные раны головы в результате удара тупым предметом. Она умерла от кровопотери через 90-120 минут после получения травм. В смерти женщины обвинили мужа, которого в 2003 году приговорили к пожизненному заключению без права условного освобождения. В конечном итоге он отсидел 8 лет, прежде чем в 2011 году ему было назначено новое судебное разбирательство. В суде окружной прокурор утверждал, что Майкл был бисексуалом и вел тайную жизнь, и что Кэтлин была убита в гневе после того, как они поссорились, когда она узнала о его романе с мужчиной. Но он настаивал на своей невиновности, и защита сообщила, что пара была счастлива вместе и довольна бисексуальностью Майкла. В 2008 году сосед Ларри Поллард выдвинул альтернативную теорию, утверждая, что Кэтлин подверглась нападению со стороны залетевшей в дом совы. Поллард предположил, что большая сова могла влететь в дом и испугаться, когда Кэтлин вошла в спальню. В конечном итоге сова напала на нее и послужила тому, что женщина упала с лестницы. Это звучит немного бессмысленно, но в 2009 году доказательства были пересмотрены и, похоже, подтвердили теорию. Следователи обнаружили микроскопическое перо и кусочек дерева, попавшие в пучок волос, который Кэтлин держала,
когда она падала вниз по лестнице. Более того, ряд экспертов по совам представили в суд письменные доказательства, утверждающие, что такое поведение вполне вероятно для большой совы. Известно, что совы совершают неспровоцированные нападения на людей, и раны в форме когтя на голове Кэтрин могли быть предположительно нанесены птицей, когда она пыталась снять ее с головы. Птицы могут стать агрессивными, когда испуганы или встревожены, и совы нередко пикируют на пешеходов под открытым небом. Некоторые полагают, что совы нападают на людей, чтобы быть игривыми, но они также могут нападать на людей, когда их гнезда или их молодняк пострадали. Адвокат Майкла, Дэвид Рудольф, услышал об этом только тогда, когда было слишком поздно использовать это в качестве защиты. Но с тех пор он утверждал, что теория совы могла объяснить, что на самом деле произошло с Кэтрин Петерсон. Теория совы, именно так ее прозвали, отражена в новом мини-сериале Netflix под названием «Лестница тайн американского убийства». В своем заявлении телевизионный руководитель Генри Шляйф сказал: «В этой загадке так много частей, от непристойных секретов Майкла до проступка следователя и теории со странной совой. Мы стремимся предоставить нашим зрителям первый полный обзор этого захватывающего преступления и последующего судебного разбирательства». В феврале 2017 года он был освобожден судьей после сделки о признании вины по обвинению в непредумышленном убийстве. Майкл все это время настаивал на своей невиновности. Когда он вышел на свободу, его адвокат сказал: «Суть в том, что мистер Петерсон невиновен. Он никогда не был виновен». Если вы досмотрели до конца, значит, вам было интересно. И согласно теории совы, вы теперь должны подписаться. В противном случае хотя бы оставить комментарий. Всем пока. Oh my god, it's hilarious.